Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно сделать брагу из сахара. Это самый простой вид браги, поэтому очень доступная каждому, особенно зимой, когда нет фруктов, овощей, а варенье уже съели. Нам понадобится для этого сахар в количестве 6 кг, понадобятся дрожжи, обычные хлебные, 2 пачки по 100 грамм, это 200 грамм, и 30 литров воды, тепленькой, отстоянной, и желательно, чтобы не было никаких химикатов в ней. Можно использовать дрожжи спиртовые, в зависимости от ваших предпочтений, но вкус в принципе будет одинаковый. Итак, берем воду, наливаем ее в нержавеющую емкость. Можно использовать пластиковую, из пищевого пластика, или эмалированную, но ни в коем случае не алюминиевую и не оцинкованную. Наливаем 30 литров воды. Видно, что вода начинает паровать. Подносим руку. Температура воды должна быть около 38 градусов. В руке должно быть не горячо. Сахар можно отмерять с помощью мерного стаканчика или с помощью обычных весов. Желательно, чтобы поверхность была небольшая, потому что очень много сахара приведет к неполному дображиванию. Брага будет сладкой. А если будет мало, то брага может зацвести просто и покрыться плесенью. И не получится ничего, получится только уксус. Теперь берем сахар, высыпаем его в воду. Сахара, напомню, 6 килограмм. Все, что осталось внутри ведра, можно сполоснуть и вылить обратно в нашу воду. С помощью лопатки мешаем до полного растворения. Сладкий сироп должен иметь по вкусу вкус сладкого очень чая. Такое чувство, как будто вот 3 ложки чайные сахара на стакан воды. После полного растворения сахара берем дрожжи и начинаем потихонечку их вводить в сахарный сироп. Небольшими порциями крошим их и после этого равномерно перемешиваем. Сладкая теплая вода провоцирует их развитие, и они буквально через 10-15 минут начинают активно размножаться и превращать сахар в спирт. 200 грамм будет вполне достаточно. Некоторые бросают по полкилограмма, но это неправильно, лишняя трата финансов, которая не сказывается на качестве и времени перебраживания сахарного сиропа в брагу. И также хорошенько перемешиваем, чтобы не было никаких комочков. После полного растворения дрожжей появляются в течение 5 минут характерные пузырьки воздуха, которые говорят о том, что дрожжи живые и начинают активно размножаться. Появляется специфический запах хлеба, очень хорошо пахнет. Ну вот, наша будущая брага готова, сахара. Теперь необходимо поставить ее в теплое место, желательно возле батареи, накрыть чем-то теплым. Некоторые используют для того, чтобы быстрее она переиграла нагреватель с аквариума. Ну, я этим не пользуюсь, поэтому у меня неделю он где-то играет. Можно, конечно, есть супер быстрые рецепты, которые позволяют в течение суток сделать брагу. Это в стиральной машине старой. Ну, брага получится очень некачественной и будет пахнуть дрожжами, а это нам не нужно. Поэтому сейчас я поставлю теплое место и через неделю попробую. Как определить, готова она или нет? Для этого необходимо взять спичку, зажечь ее, поднести к браге. Если она потухнет, значит еще не готова. Если она сложит гореть, значит уже можно брагу либо употреблять, либо делать с нее самогон и прочие спиртные напитки. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрите видео о том, как можно сделать брагу из сахара. Пишите свои замечания и комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Будьте с нами. Всем пока.